Ребята, я в Москве, и мы перенесли наш семинар, который должен был начаться в Плёсе из-за непогоды. Всем захотелось писать в более комфортных условиях, так что с 25 по 27 апреля будет этот семинар. С гостиницей мы передоговорились, перебронировали. Кто хочет участвовать, подтягивайтесь, можно даже один день взять. А мы будем работать 3. Извините, вопрос очень веселый. Вандерин, Слава, привет. Знаю, что вы преодолели в свое время зависимость от алкоголя. Откуда знаю? Да просто знаю. Подскажите ваш опыт избавления от этой зависимости при работе с живописью. Дело в том, что уже на протяжении нескольких лет без употребления 1-2 литров пива в процессе живописи писать просто не могу. Я, кстати, работал, помню, в Таганроге, в Приморском, по-моему, парке называется так, художником-оформителем. И там был коллега, давно это еще был, до Строгановки, коллега, который обязательно накатывал. Тогда у него всю линию, все шло ровно. Всегда, каждый день. И мне это было очень удивительно. Идем дальше. Чувствую какой-то дисбаланс и нежелание брать кисть и писать, даже какой-то страх. Но стоит пригубить пивка, как пропадает ограничение моей воли, и я пишу с вдохновением. Спустя несколько лет замечаю снижение здоровья и увеличение дозы алкоголя, так как первичной доли не хватает на весь процесс. Ну, конечно, надо догнаться, все время догоняться. Слышал от вас слова, что многие художники спивались. Ну да. Дайте совет, как избавиться от этой привычки, зависимости, писать лишь под воздействием алкоголя. Как избежать страха просто писать без алкоголя и не бояться, что не получится? Как заставить себя трезвым поймать вдохновение, желание брать кисть и пластать краской, как в молодые годы? Вандерин, то есть удивление, такой вот ник. Ну что ж, хочу вас огорчить, я не страдал зависимостью от алкоголя, да никакой зависимостью не страдал. Но вы знаете, значит, вы знаете. Допустим, есть ко мне обращался один мужчина из Казани, ну, с такой же проблемой. Может, это вы, кстати. Была выставка в Перми, и он подошел ко мне, я говорю, только мы давай это запишем на камеру. И мы записали, кстати, можно этот ролик найти во время пермской выставки. Значит так, я ему задал простой вопрос. Ну, 2 вопроса. Я спросил, живопись – это для тебя любовь? Любовь. И второй вопрос. Допустим, ты любишь девушку, влюбился по-настоящему, и ты собираешься на свидание к ней. Цветы, все. Ты нарядился, галстучек, бабочка, все как ты будешь принимать перед свиданием? Этот вопрос поверг его в раздумье. Он сказал, очень интересный вопрос. Сказал, пожалуй, нет. Я говорю, ну, конечно, если ты придешь немножечко на рогах, она же, ну, свидание будет провальным. Выгонит тебя к чертовой матери. Так и картина. Она тебя просто выгонит, если ты, ну, как-то к ней подойдешь вот так. Все время будешь подходить. Хотя бы один раз трезвым надо подойти, поучиться. Ну, еще второй секрет, который точно сработает. Нужно кое-что изменить в жизни. То есть то удовольствие, которое вы получаете от немножко принятия, ну, из другого источника взять. Например, нужно... Попробуйте хотя бы, я не знаю, месяц, каждый день, ну, через день, походить в зал, ну, покачать гантельки, гири. Тогда вы будете получать этот заряд радости от занятия спортом. Ну, нет возможности в зал ходить, там, в деревне живете, купите отягощающие какие-то там, я не знаю, гири, штангу,
И занимайтесь регулярно. Вот просто вот пока что на первых порах вот просто преодолевайте себя. Но посмотрите программу тренировок. Это не просто так раз тяганул и все. Нужно уделять этому 45 минут, час времени, и, каждую тренировку. Один мужчина так делал. Он, например, у него была всего лишь вот эта пудовая, по-моему, какая-то гиря. Он идет там куда в садик поливать цветы. Раз увидел гирю, потягал ее. Идет из садика, опять увидел, потягал. То есть все, не было программы никакой. Но просто регулярное вот занятие давало тонус и радость. Попробуйте, а потом напишите, что получилось. Друзья, если знаете какой-то секрет, подскажите. Тема серьезная. Это я так с юмором, но она... Потому что ко мне обратились, что точно знают, что я зашивался. И нет, ошибка. Галина Арская. 45 минут мимо великого музыканта и великой музыки шли недалекие и сильно ограниченные люди. Мне их жаль. Но это речь о музыканте, который в Америке играл великий. Там на Страдивари, мимо все проходили, вообще не замечали. Почему, Галина, они шли по своим делам, почему уж прям все такие недалекие и ограниченные? Просто, видимо, не в том месте он решил этот эксперимент делать. Хорошо. А вот в жизни, например, разве Павел Третьяков не проходил мимо Врубеля, мимо его работы? Все время проходил. Просто всю жизнь, до самой смерти. И только картину «Демона» он выкупил пятикратно, в пятикратном размере заплатив у какого-то купца, который ее перед этим купил у Врубеля. В 5 раз дороже он заплатил, чтобы потом уже. А до этого Врубель жил с настроением, что это нафиг никому не нужно, что он это делает. Он просто кромсал свои работы там. На 2 сторонах писал. Язык не поворачивается назвать Третьякова недалеким и сильно ограниченным человеком. Все-таки он, как видел искусство, так и, создавал, собирал коллекцию. Это лишний раз доказывает, что мы по-разному видим. И даже богатый человек не заметил, не сразу заметил, мягко скажем так, гений Врубеля. Михайлош. Вы так меня вдохновляете, что я в шоке. Я сам в шоке. Я учился в Академии искусств, но ушел со 2-го курса из-за конфликта с ректором. У меня немножко тоже был небольшой конфликт. Не с ректором, а с деканом. Я думал, все, выгонит к чертовой матери. Да ладно, там такая история. Так, он меня учил, как нужно правильно жить. Так, ладно. И лет 20 в руках не держал кисти Михайлош. Михайлович, не знаю, Михайлош. Так, карандаши. Моя семья не знала, что я умею рисовать. Ничего себе. И вот однажды я взял карандаш и сделал наброски. Потом война, переезд, путешествие длиной в 1,5 года. И вот снова я рисую акриловым маслом. А акварель меня еще в академии бесила. Умею, но не хочу рисовать акварелью. Много критично относился к мазне. И вот вы вылечили мой взгляд. Вот так. Теперь я легче смотрю на эту мазню. Спасибо вам. А по профессии я стал владельцем ювелирной мастерской. И не жалею, что послал ректора на все 4 стороны, и так даже лучше. Какое хорошее письмо. Спасибо вам. Вылечился взгляд. И в мазне Михайлош теперь видит живопись. Это замечательно. У меня так же было. Я маленьким видел на картину, рос в спаленке, висела картина Шишкина «Зимний лес». Репродукция. Маме так она нравилась, мне как-то не очень. Шишкин и Шишкин, хорошо. И постепенно, будучи мальчиком во всяких Третьяковках, в Русском музее, в
значит, в Эрмитаже. Ну, меня очень сильно вот прям поразило. Даже не мазня, а вот, конечно, вот эта выписанность сначала. И я этим страдал, когда в Строгановке учился. Мне приятель мой Макс говорил: что ты все время, что ты все блички, все это вот все. Посмотри, Коровина. Он писал так мощно. И мне это нравилось, но это не так просто осваивалось. И ну, я чувствовал вот радость этой мазни, конечно, бодрость такой. Марина Урванцева, вам нравятся куклы Барби? Если у вас есть возможность где-нибудь их видеть. Ну, конечно, я же давно живу. Как вы считаете, над ними настоящие художники работали или дилетанты? Вот это вопрос. Ребята, все, я попал. У Барби дилетанты. Но это же бренд мощный. Наверное, настоящие. Потому что надо было учесть интересы публики, что это было ярко, розово, все такое весело. И чтобы все брали, покупали. А вкусы в обществе, ну, в общем, понятно какие, да? Вот на них и надо рассчитывать было художникам, чтобы сделать вот это вот, чтобы продавалось. Но я могу ошибаться. Друзья, подскажите. Тема очень интересна. Вот это Барби. Елена Доневская. Вячеслав, подскажите, все новое на Бусти дублируется на вашем сайте? Да нет, на Бусти уникальный материал. Его вы больше нигде не увидите, поэтому заходите и смотрите. Я каждый день там что-то размещаю новенькое. Вот фрагменты последних постов. Ссылка в описании или вы видите на экране QR-код. Заходите смелее, там есть бесплатный материал и разные уровни подписки. Спасибо вам за вашу активность. Делитесь моими видео с друзьями, комментируйте, задавайте вопросы. Ну, пока, ребята.